Привет, это Мария Певчих. И Георгий Албуров. Год назад мы выпустили наше самое большое и важное расследование «Дворец для Путина». Вместо нас тут сидел Алексей Навальный. Он рассказал вам историю, которая без преувеличения потрясла мир. Историю самой большой взятки, которую когда-либо давали чиновнику. Историю про то, что на самом деле представляет из себя Владимир Путин, как он живет, что его окружает и какой памятник собственному воровству он построил себе на берегу Черного моря. С экранов телевизоров, тех самых телевизоров, где раньше даже имя Навального произносить было нельзя, мы услышали столько вранья, что сложно было даже представить. Навальный показал то, чего в природе нет. Кругом компьютерная графика и фотошоп. В навальновском мультике, Компьютерной графики. Мультиков. Компьютерной графики. в поддельном мультике от Навального. Что все это золото и безумные роскошества, эти домашние театры, аквадискотеки и даже личный стрип-клуб – это плод нашего больного воображения. Это диверсия Навального против Путина. Нет, знаете, даже не диверсия Навального против Путина, а диверсия Навального против всей России. Это иностранная диверсия. А почему все эти наши расследования – выдумка? Ну, просто потому, что такого не может быть. Это просто чушь очередная. Сегодня, в годовщину нашего расследования, мы расставим все точки над «и», развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет, как он выглядит изнутри и снаружи, что там есть, что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий, сделанных внутри дворца, и расскажем еще больше о том, как на самом деле живет Владимир Путин, и что, по его приказу, так тщательно пытались скрыть и оправдать российские пропагандисты. Каждый ролик Алексея Навального заканчивается фразой Здесь говорят правду. «И сейчас мы это вам докажем». Есть что-то удивительно приятное в этом моменте. Потому что, сколько раз мы слышали, что команда Навального все нарисовала, что все это какие-то мультики, компьютерная графика, что все эти, орлы, вензеля и лепнина и фрески, всего этого не существует. Что команда Навального всех обманула. На самом деле во дворце Путина ничего такого нету. Это лишь плод больного воображения. Да-да, помнишь, когда Киселев свою передачу делал про дворец, он приводил самый веский аргумент, что Путин, он такой скромный человек, самый скромный человек на земле, наверное, что у него нету ничего, кроме пары рубашек и галстука. И зачем ему вообще такой дворец? Он просто не такой. Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Мы-то уже внимательно посмотрели эти 500 прекрасных фотографий, которые нам прислали со стройки, поэтому так загадочно улыбаемся. Сюрприз. Путин оказался гораздо хуже, чем мы даже представляли. Если вам казалось, что в фильме с интерьерами мы перегнули и преувеличили и приукрасили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания. Мы покажем вам реальные снимки большинства помещений знаменитого Путинского дворца. Мы рассмотрим их вместе, обсудим, подробно разберем. Но сначала нам нужно буквально пара минут, чтобы освежить в памяти, на что мы вообще здесь сейчас смотрим. В прошлом году от одного из подрядчиков на путинской стройке нам удалось получить поэтажные планы дворца. Вот так эти планы выглядели. Согласитесь, хоть и впечатляет, но масштаб совершенно непонятен. Это скорее чертежи. Смотря на них, просто так вообще ничего не ясно. Но на самом деле в самих файлах хранится очень много подробной информации. Там есть разные слои, пол, материалы, узор на нем, то же самое по потолкам. Понятно, где витраж, где лепнина, где резные панно. Есть удивительно подробный реестр мебели, каждый предмет с названием и артикулом. Мы тогда заказали каталоги этих брендов, они слишком эксклюзивные и штучные, в интернете просто так их не найдешь. И выяснили, как в реальной жизни выглядят все эти причудливые царские тахты. Мы собрали всю информацию вместе и сделали 3D-визуализацию. То, как Путинский дворец должен выглядеть согласно проекту. Некоторые части прямо с фотографической точностью. Из дворца 10 лет назад утекало буквально пару снимков, и у нас получилось скопировать. А некоторые помещения пришлось додумывать. Но вот написано, условно, деревянная панель на стене. И это вся информация, которая у нас была. В таких случаях мы руководствовались общим стилем, цветовой гаммой и нашим представлением о прекрасном. Точнее, о том, что свихнувшийся на власти чекист может посчитать прекрасным. И как шокирующе точны мы были в некоторых моментах. И насколько ошиблись в других. Так бывает так в жизни. Ничего такого страшного здесь нет. Я испытываю, на самом деле, странные эмоции. Что-то среднее между желанием высыпать себе на голову вагон пепла, потому что мы, похоже, реально сильно не доработали год назад.
Ну а с другой стороны, ну кто мог знать, кто мог предположить? Даже у какого-нибудь человека с самым богатым воображением в мире не хватило бы воображения на это. Ну что, поехали? Эта часть нашей с вами экскурсии по внутреннему миру Владимира Путина будет устроена так. Смотрим нашу 3D-визуализацию, а потом фотографии, сделанные ровно в тех же самых местах. И сравниваем. Честно, объективно сравниваем, где мы оказались правы, а где нет. Начнем с простого и очевидного. Внешний вид здания. Внутренний двор, фонтан, балконы и галереи. Ну и, конечно же, главный вход – орел. Тут мы ничем вас не удивим, разве что точностью нашей визуализации. Хвалим себя и двигаемся дальше, в те места, которые с улицы уже не разглядеть. Это, если вы вдруг забыли, читальня. Мы видим идеально исполненный узор на полу, все точно как в жизни. Этот зал то ли сводами, то ли золочением отдаленно напоминает мне Георгиевский зал Кремля. Но только здесь золота заметно больше. Это вообще сквозная ошибка у нас. Да, мы тоже все позолотили. Да, буквально каждую стену, каждую колонну, нишу и обязательно потолок. И под потолком. Но недостаточно. Не докрутили, не дожали. Отмечаем, как похоже мы исполнили колонны. Книжные полки – все идеально. Золотые орлы на месте, как и дух начальника какого-нибудь кубанского ГИБДД, который бы такую читальню точно оценил. Следующая наша остановка – не что-нибудь там, а хозяйская спальня. Вы помните, покои Путина – это вам не комната с кроватью, это целая инфраструктура из нескольких помещений. Гостиной, самой спальни с кроватью, и там еще будет дальше одна гостиная приватная, а потом гардероб и туалет. Вот первая гостиная. Давайте сравним. Пол – бинго. Потолок – очень хорошо. Стены, деревянные панели и обои – все очень похоже. Единственная недоработка, и нам минус балл. Мы занизили количество золотых орлов. Здесь они над каждой дверью. Теперь будуар. Мы великолепны. Почти как эта кровать с балдахином. Прикроватные тумбы, даже лампы, все точь-в-точь. Цвет обоев мы угадали тоже достаточно неплохо. Комод, вот он родной, над ним зеркало и канделябры, все на месте. А вот у противоположной стены мы видим диван. Вы же помните, у нас на поэтажных планах был полный список мебели, и мы заказывали каталоги. Давайте просто перепроверим свою собственную правоту. Вот диван, который здесь должен быть по плану с 2 тумбами. Вот как он выглядит в каталоге, а вот как выглядит тумба из каталога. Теперь смотрим фотографию спальни Путина, и это абсолютно точно такой же комплект мебели. Давайте еще сверим вот этот пуф с висюльками и золотыми ногами. На месте. Он. И угловой комплект мебели. Здесь по плану 2 кресла, полосатых, судя по каталогу, и журнальный столик с золотой окантовкой. А вот все это на реальной фотографии. А вот с орлами, нам стыдно признать, мы снова сели в лужу. Ну кто знал, что даже в спальне есть орлы? Но поверьте, это еще не самое странное место, где на стенах красуется наш государственный герб. У нас должно быть все по-взрослому, серьезно. Следующее помещение – вторая гостиная или комната отдыха, как она официально называется. 2 кресла, между ними столик и тумба для телевизора. Диван. Светильники развесили правильно, ровненько. Потолок не докрутили, минус балл. Продолжаем наше сравнительно-аналитическое турне. Ванная комната на 40 метров, мраморные колонны на месте, собственно, как и вся эта купальня, или как ее еще назвать. Светильники тоже повесили хорошо, но в реальной жизни они, конечно, побогаче. Душевая кабина на месте. Только этой одной ванной у нас 30 фотографий, с любого угла рассматривай их, с какого хочешь. И вот про это было много вопросов, когда мы наш фильм выпустили. Про кресла. Мол, ну что вы обманываете? Что за барские кресла в ванной? Что за глупости? Держите, скептики, есть там кресло. Явно удобное, с подушечками, до унитаза рукой подать. А теперь переместимся в место, которое сам Путин удостоил своим вниманием. Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Вот тут конструктивная критика.
Тут наша вина. Мы бассейн сильно недооценили. Вот Владимир Владимирович его и не узнал. У нас на графике какой-то школьный бассейн по сравнению с тем, что там есть на самом деле. Во-первых, на нашей визуализации не хватает голых женщин, торчащих из стены. Их там очень много. Медальонов этих огромных мы тоже вообразить не смогли. Лепнину не сделали. Вместо барельефа с Посейдоном мы нарисовали какую-то дурацкую завитушку. Виноваты. В общем, Путин в таком бассейне и ногу не стал бы мочить. Хотя в целом, согласитесь, настроение мы передали. В отличие от следующего места – театра. Тут, я не знаю, что мы можем сделать. Извиниться, рвать на себе волосы. То есть это одновременно как бы и стыдно, и достаточно смешно. Потому что, честное слово, это было невозможно предположить. Мы представляли это помещение светлым, белым, с золотой отделкой и бордовыми тканями. Примерно так, как выглядел бы хороший классический театр. Если бы кому-то пришло в голову построить его дома. А оно все деревянное. Все, что попадает в поле зрения, все, оно вырезано из дерева. Стены, потолки, балконы – все в дереве с позолотой. Диву даешься, как же такое, имея такие деньги, можно строить? Мы показали вам императорские ложи. 3 штуки в 2 яруса. Вот они на реальных фотографиях. Того же размера и той же формы. Но все обшито темным деревом. Между ложами, кстати, снова фигуры женщин. Называются кариатиды. Они, естественно, тоже из дерева. С театром разобрались, извинения принесли. Спальня, читальня, бассейн. Мы побывали уже много где. Много чего увидели и рассмотрели. Но есть в этом доме одно помещение, которое занимает отдельное, специальное место в наших сердцах. Стриптиз-клуб. Или кальянная, как это называется, согласно официальным планам. Фотографий этого места у нас тоже достаточно. Когда мы увидели вот эти снимки, мы, знаете, испытали чувство, которое, наверное, испытывает ученый, который доказывает теорему. Или кто-то, кто десятилетиями рассказывает, что видел снежного человека. Никто ему не верил, а потом он взял и поймал этого снежного человека и привел его за руку. Небольшое лирическое отступление. Расскажу историю. Когда мы нашли на плане дома это место и сообразили, что вот есть это помещение без окон, там есть сцена, там есть диваны такие круглые, и на этой сцене есть отметка, которая, если честно, похожа на отметку для шеста. Было достаточно очевидно, что это не может быть ничем, кроме домашнего, простите, стрепушника, но мы все равно не могли поверить, как вообще такое может быть. И я прекрасно помню, как мы много часов по телефону разговаривали с 3D-дизайнерами, архитекторами, которые помогали нам разобрать и понять эти планы, и специально обсуждали несколько часов, что, может быть, мы ошиблись, что, может быть, это все-таки не сцена и не шест, или, возможно, это сцена, но для чего-то другого. Ведь, цена ошибки здесь достаточно велика. И если мы на всю страну скажем, что у президента Российской Федерации дома есть стриптиз-зал, а это, кажется, неправдой, то нас поднимут на смех. И до последнего момента, даже, чего скрывать, уже даже после выхода фильма у меня было такое чувство, знаете, неприятное, зудящее чувство, что а вдруг ошиблись? А вдруг оклеветали человека, обвинили, неправильно все рассказали, неправильно считали планы, и там какое-то совершенно другое помещение, которое абсолютно безобидное. Но увидев фотографии этого места, от этих чувств не осталось и следа. Стриптиз-зал, кальянная, называйте как хотите. Она существует и выглядит гораздо хуже, чем мы вообще могли себе представить. Мы очень старались сделать это место настолько безвкусным и липоватым, насколько это возможно. Нашим критерием качества было то, понравится ли такая комната цыганскому барону. Я не могу сказать, что здесь мы цыган во всем должны обвинять. Но то, что Навальный назвал в ролике самой дорогой кальянной Махачкалы, оказалось скорее самой дешевой. И правда, выглядит это как лучшая, самая дорогая кальянная города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет. Делаем стоп-кадр и смотрим. Вот это место в реальной жизни. Сцена, заваленная подушками, диваны, телевизоры, шест. И за ним на стене, я даже не знаю, как это описать. Портал, силуэт башни храма. Это точно то место. Здесь вообще нет пространства для ошибки.
Все от местоположения дверного проема до экранов и мебели расставлено точно по плану. Но вот эти вот храмы Аладдина мы представить себе не могли. Ну, мы думали про восточный стиль «Тысяча и одна ночь» и так далее, но настолько. И если вам кажется, что этот портал башни – это такая какая-то специальная декорация только для сцены, ну, мало ли, может быть, танцовщицы близок к восточный стиль, вы сильно заблуждаетесь. Эти штуки везде. Вот соседняя стена, на ней 2 таких храма. Несмотря на то, что фотография сделана раньше, еще не закончен ремонт, шест уже на месте. На стене слева то же самое. Нам нужно еще повнимательно посмотреть на другой снимок, вот этот, где видно нижнюю часть этой конструкции. Я не знаю, что в голове у этих людей. И не хочу знать, по-моему. Но даже в домашнем стриптиз-клубе они разместили золотых орлов. Государственный герб, видимо, чтобы посетители этого приватного заведения не забывали, какую именно страну они захватили и обворовали. Жора, взгляни на эту фотку. Мы рассматриваем сейчас фотографию, ее будет видно на экране, где изображена сцена и шест, вот, и такая самая подробная. В середине, вот прямо где купол и центр этой башни, можно увидеть некий выступ. Это какая-то колонна. Как будто видимо. колонна, да. Рассказываю про эту историю. Когда мы с 3D-дизайнерами это рисовали, они принесли нам планы и сказали, что, мне кажется, у вас какая-то ошибка, ну, то есть какой-то, может быть, в программе или в файле или еще что-то битое, ну, потому что не может быть посредине сцены сзади колонна. Ну, то есть это достаточно странно, и, видимо, ну, то есть что-то сместилось, какая-то ошибка, и что-то, ну, просто там неправильно нарисовано или неправильно спланировано. Может быть, типа сцена должна быть на несколько там метров левее, правее. Тогда, на свой страх и риск, мы решили придерживаться строго планов. Мы показываем вам кусочек пролета, так называемой, ну, точнее, визуализации, 3D-визуализации из этой комнаты. Вот вы замечаете, что эту странную колонну посередине сцены мы тоже нарисовали. И как же было приятно и классно и удивительно увидеть, что в реальной жизни есть эта абсолютно непонятная, абсолютно ненужная колонна, просто выступающая посередине сцены, и, по-моему, ну, которая она портит весь этот вот замечательный портал в арабскую ночь. Ну, то есть стриптизершам Путина есть шанс получить какую-то травму, ударившись о несущую колонну. Производственную травму. Переходим к следующей, не менее захватывающей части нашей экскурсии. К местам, которые мы видели на поэтажных планах, но в знаменитом виртуальном туре не показали. Иначе бы наш фильм был 3 часа или 4, может быть, даже 5 часов. Что не делает эти планы и помещения неинтересными. Давайте разбираться, что же там еще есть во дворце. Мельком заглянем во вторую по важности спальню. Она находится в противоположном крыле от путинской и устроена так же. Собственно, сначала гостиная, потом спальня, а уже за спальней потайная комната отдыха. Из нее тоже открывается прекрасный вид на море, так что останавливается здесь явно кто-то важный или важная. Через вот такую дверь с орлом мы попадаем внутрь и видим сиреневую кровать с высоким изголовьем в стиле рококо. Стоимость такой 1,3 миллиона рублей. Рядом с кроватью 2 прикроватных тумбы по 500 000 каждая. Тут же в кадре комод с зеркалом 1,5 миллиона рублей. Напротив кровати из специальной тумбы, как и в спальне Путина, выезжает телевизор. Разворачиваемся и в противоположном углу замечаем чудесную бархатную атаманку, отделанную резьбой и золотом. Вы себе ее тоже можете такую купить за 800 000 рублей. Теперь посмотрим комплект фотографий из столовой, точнее малого обеденного зала. У нас год назад на момент съемки фильма был только один снимок, вот этот. А теперь можно хоть тур на 360 градусов устраивать. Здесь достаточно плотненько так расставлены обеденные столы, они стоят буквой «П». И за каждый из них помещается человек так по 10. Достаточно странная, конечно, неуютная рассадка, но, как мы видим по архивным фотографиям путинских застолий в Москве, ровно так они и предпочитают сидеть. Пока не ушли. Вот кресло, мы его тоже нашли в каталогах. 800 000 рублей. Россияне, зачем вы покупаете подержанные иномарки за такие деньги, если можно купить такое замечательное кресло? Подумайте. Теперь кабинет, точнее целое крыло здания на первом этаже, которое отдано под государственные дела. Вот это место на плане. Коридор, налево переговорная, прямо кабинет, направо помещение, которое скромно обозначено на плане как подсобное.
Но по факту на плане мы видим кучу розеток и специальные стойки для телекоммуникационного оборудования. Здесь, очевидно, размещается спецсвязь. Переговорная выглядит так. Ее стены целиком отделаны деревом, потолок тоже. Посередине стоит круглый стол и 6 стульев. Сверяем их с каталогом и удостоверяемся, это точно они. На этой стене есть некая ниша над камином. Надеемся, что это для икон, чтобы как-то уравновесить стриптиз-кальянную. Обратим внимание и на двери. Они двойные. Это единственное место во дворце с такими дверьми. Кстати, вы знаете, где еще установлены двойные двери? В кабинете Путина в Кремле. Здесь, правда, они обшиты чем-то мягким, то ли для лучшей шумоизоляции, то ли для того, чтобы об них было удобнее биться головой. Коридор. Дорого, богато, деревянно, везде орлы. Узнаем. Ну и главное помещение. 131 квадратный метр. Это кабинет. И не какой-то, знаете, замызганный и казенный, как в Кремле, а прямо кабинет. Царский. Здесь еще больше дерева. Т-образный стол. Его мы видели и на старых фотографиях с рабочим. В кабинете есть мраморный камин. Рядом с ним огромные книжные шкафы. Туда можно складывать свои статьи об Украине. Под каждым подоконником мы наблюдаем по золотому орлу. Мне интересно, а где они их брали вообще? Ну, пришли таких в салон Ковки и говорят, а можно нам огромных золотых орлов на золотых решетках радиаторов? Ну, видели орла на монетке? Нам, пожалуйста, точно такого же. 500 штук. Спасибо. Ну и давайте рассмотрим мебель. Хозяина, ну или дизайнера, явно покусал Людовик XIV. Это, наверное, самый вычурный комплект мебели во всем дворце. Но Путину такой нравится, соответствует вкусу выпускника Краснознаменного института КГБ и выходца из питерской подворотни. Он такое видел в Эрмитаже, а значит, дома такое ему тоже необходимо. Ну что тут скрывать? Нам, конечно, невероятно приятно было вот так год спустя рассматривать все эти убранства и интерьерные великолепия на реальных фотографиях, а не на чертежах и планах. Хочется развесить огромные транспаранты. А мы вам говорили. А многие не верили. И это неминуемо подводит нас к следующей теме, горячо мной любимой – пропагандисты. Сейчас уже год спустя понятно, что своим фильмом Навальный вызвал такой политический кризис, что решить его старым способом, то есть игнорированием, было просто невозможно. Нужно было придумать что-то новенькое. Через несколько недель после выхода расследования про дворец, когда счетчик просмотров уже приближался к 100 миллионам, в Кремле решили, что отмалчиваться больше невозможно. И тогда сразу две команды прокремлевских пропагандистов, Киселевские «Вести недели» и интернет-издание «Мэш», посетила огромная журналистская удача. Объект, который 15 лет был самой секретной стройкой России, вдруг распахнул для них свои двери. Строители провели для каждого экскурсию по нескольким помещениям. И все ради одного – показать, что там ничего нет. Там стройка, там все на начальном этапе строительства. Похоже ли это на личное поместье или на роскошную гостиницу из топа букинга? Или, может быть, на дом престарелых для олигархов? Но тут с историей пропагандистов есть проблема. Мы сами, когда показывали вам этот дворец с воздуха, заметили и рассказали, что там огромная стройка, все в лесах, стройматериалы, техника и так далее. Мы даже узнали причину. Дворец буквально перестраивают заново из-за проблемы с плесенью, которая покрыла все внутри. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей плесень и разгильдяйство. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. То есть весь мрамор и отделку, которую мы видели на фотографиях, к сожалению, огромному сожалению, отодрали. Мебель убрали в хранилище или уничтожили. Дворец ремонтируют, мы вам так рассказали. А потом пропагандисты, получается, показали то же самое? Но давайте ради любопытства покажем вам, как именно выглядели те места, по которым нас водили продажные путинские халуи, которые почему-то называют себя журналистами. Как эти места выглядели до того, как им позволили туда зайти. На первых же кадрах внутри дворца «Вести недели» показывают там коридор из голого бетона, который должен убедить зрителя в том, что никакого мрамора, орлов, вензелей и мебели на 1 000 000 рублей тут никогда и в помине не было. И вообще здесь как-то совсем не по-царски грязно, идут строительные работы. Но вот проблема. У нас есть фотография этого коридора, сделанная до того, когда его полностью ободрали. Вот фото, которое сделано буквально на этом же месте, на котором стоит оператор «Вестей». Смотрим дальше сюжет «Вестей недели». Справа по коридору видим выемку в стене, а напротив нее место, где должна быть дверь. Чуть дальше двери стоит колонна. Вот в помещении слева видно место для двери, а дальше уже за ним видна другая дверь.
Пара кадров вперед, и в помещении уже видно огромное окно. Впереди по коридору две колонны друг напротив друга, и не остается никаких сомнений. Слева от нас музыкальная гостиная. Замечательно, потому что фотографий музыкальной гостиной, которая сейчас представляет из себя бетонную коробку, у нас очень много. Когда-то она была совсем другой. Достроенный, сияющий, готовый принять за своим роялем Владимира Путина. Вот это самое окно музыкальной гостиной, которое мы только что видели. Дверь тоже видно. Колонна скрыта под слоями отделки. Но самое выдающееся, что было в этой комнате, это потолок. Его видно и на этой фотографии, но на фото с другого ракурса все еще лучше. Слева как раз та самая дверь, через которую смотрит оператор Дмитрия Киселева. Под потолком установлены арочные конструкции, а сам он весь в золоте и расписан фресками. Гуляющий по залу господин в шлепках явно восторгается мраморным камином, многочисленными орлами и окружающей его красотой. Мне очень нравятся фрески, которые здесь, потому что в них изначально я думала, должен быть какой-то сюжет, правильно? Ну, то есть фрески, если ты рисуешь себе на стене фреску, ну, она должна быть как-то релевантна к твоей жизни, возможно, это Ну или фреска. хотя бы несколько фресок должны составлять сюжет Ну какой-то. да, то есть это триптих, да, то есть центровая фресочка маленькая сбоку, это Путин, я не знаю, ведет такси в Ленинграде и в кепке за баранкой и такое и так далее. Центральная фреска. Ельцин передает власть. Нет, мне кажется, это должна быть мэрия. Это должна быть петербургская мэрия, стоит Путин, Собчак, какой-нибудь, я не знаю, Ну, и там должна быть фреска, которая выглядит как какие-то бандиты из 90-х в пиджачках, просто стоят такие, руки в карманы. Да, что-то там решают. и маленькая фресочка И в еще. руках мобильный телефон обязательно. Маленькая фресочка, мне кажется, нужна с Миллером, который забирает такой конвертик. Дальше корреспондент «Вести недели» хочет показать нам, что и другие коридоры дворца абсолютно пустые, и показывает по ним проход. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн. По всему зданию идут отделочные работы. Даже ускоряют видео, чтобы впечатлить людей бесконечной серостью и бетонной пустотой. Но сделали они это зря, потому что именно в этом проходе по коридорам мы нашли новые доказательства былого богатства этого дворца. Смотрим внимательно и сверяем с планами. Путь оператора начинается на цокольном этаже. Первая дверь справа – это кабинет косметологии, вторая дверь – парикмахерская. Дальше попадаем в большое помещение, которое называется коктейль-холл. Вот он, кстати, на наших фотографиях. Двигаемся дальше мимо входа в кинотеатр и проходим через дегустационную комнату. Сейчас она завалена стройматериалами. А сразу после нее мы останавливаемся. Это помещение завалено еще больше, но в нем сохранились следы старого ремонта. По плану там находится винный погреб. Ну, на самом деле это, конечно, никакой не погреб, а просто помещение для хранения вина, внутри которого есть огромная стеклянная комната-холодильник. У нас есть фотографии этого помещения, давайте сравним с тем, что нам показывают путинские пропагандисты. Тут видно лучше всего, да и ракурс очень похожий. Два окна справа на месте. От стеклянного холодильника по центру комнаты не осталось и следа. Но зато на стенах рабочие схалтурили. Разбирая винную комнату, они не сняли коричневую краску вокруг окон. Она полностью сохранилась и идеально совпадает с нашей фотографией. Да и краску под деревянными винными шкафами не убрали. Вот она, белого цвета. Мы с вами так долго уже разговариваем о главном доме, ну, непосредственно о дворце, что чуть не забыли, что вообще-то дворец Путина – это целое владение размером почти 8 тысяч гектаров. Там еще куча разных зданий, как вы помните. Церковь, есть подземная хоккейная коробка. Ее, кстати, недавно поставили официально на учет и назвали «Спортивный корпус номер 1». То есть мы были правы. Ну, еще есть оранжерея, ее мы вам тоже показывали. Построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров. Друзья, извините, нам очень стыдно, но это не оранжерея. Нас, людей темных и несведущих, ввели в заблуждение растения на крыше этого здания. Мы подумали, что это экзотический сад. Но уже после расследования нам прислали много всякой дополнительной информации, которая пролила свет на то, что это действительно такое. И это ресторан. Точнее, даже не ресторан, а комплекс из нескольких ресторанов под настроение. Как знаете, фудкорт в торговом центре, только личный. Здесь могут одновременно поужинать, человек 15-20. Ну и с площадью мы недооценили, честно говоря, назвав это здание 2500-метровым. У него только подвал занимает 2100 квадратных метров. А есть еще и первый этаж такой же площади и 1500-метровый второй этаж. Общая площадь здания 5700 квадратных метров. Пространство под навесом на плане здания называется терраса пивного ресторана. Владимир Путин обожает пиво, это никакой не секрет. Он много раз про это говорил. Я хоть и
не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время. Но любителей пива в мире много. А вот строить пивной ресторан у себя на даче, скорее всего, додумался только Владимир Путин. Уже внутри здания, если заходить через эту террасу, мы видим бар на 7 персон, зону отдыха. Обеденный зал на 12 человек и даже игровой зал. Во что именно там играет Путин после употребления пива, неизвестно. Возможно, там стоит настольный футбол или дартс, или, может быть, даже филиал казино из главного дома. Вот выпил Путин пиво, поиграл в игры, а что еще можно захотеть? Ну, наверное, кино посмотреть. Легко. Ведь тут рядом есть и собственный кинозал на 6 человек. Находится он через стенку от бара. Очень удобно. Можно сбегать за пивком, не отрываясь от любимого фильма про бедных, но отважных советских разведчиков. Здесь же, на первом этаже, расположились многочисленные помещения для сотрудников путинского мега-ресторана. Гардеробы для официантов и персонала. Душевые, помещения хранения тары, очевидно опустошенной, доготовочный цех, горячий цех, помещение для мытья посуды. Даже есть отдельное помещение для хранения посуды и 2 помещения для хранения спиртных напитков. Неплохо. Но вы скажете, что мы же обещали вам какую-то экзотику, какие-то невероятно роскошные и необычные рестораны, а показали какую-то пивнушку. Все так. Сейчас я вам покажу настоящую роскошь. Для этого надо подняться на 2-й этаж ресторанного комплекса. Смотрим план. Первое, что мы видим, это 50-метровое помещение караоке-кальянной. Таким помещением мы не удивлены абсолютно. Мы уже видели что-то похожее во дворце. Сцена есть и в этой новой кальянной. Вот она. Жаль, не видно, если на сцене шест. Универсальное помещение и кальян, и сцена караоке. Прямо очень живо себе представляю стоящего в дыму Путина, который покурил кальян «Двойное яблоко», вышел на сцену и исполняет любимую песню группы «Любэ». Рядом 2 помещения – артистическое и гримерное. В них приглашенные артисты и артистки готовятся радовать нашего лидера. Здесь же находится отдельное помещение – зона розжига кальяна. Его, несомненно, должен разжигать специальный высокопоставленный кальянщик Федеральной службы охраны. Потому что безопасность президента превыше всего. Отдышимся немного и после кальянной двигаемся дальше. Вот 140-метровая бильярдная сигарная и загадочная экспозиционная зона. Какие там экспонаты мы не знаем, может быть, олимпийские медали, а может быть, поднятые со дна моря амфоры. Тут же недалеко еще один бар, на этот раз на 8 персон. А дальше начинается уже кое-что поинтереснее. Зона итальянского ресторана общей площадью почти 300 квадратных метров. Мы уже заметили, что Италию Путин очень сильно любит. Весь его дворец спроектирован итальянским архитектором и целиком обставлен эксклюзивной итальянской мебелью. Этот ресторан состоит из зоны отдыха на 6 персон, обеденного зала на 20 человек, концертной зоны и 30-метровой винотеки. Вино, кстати, Путин любит и производит на своих заводах в соседних поселках Дивноморская и Криница. Это, конечно, очередной пример путинского лицемерия. Россиянам он запретил покупать итальянские продукты. В России нельзя найти итальянские сыры, итальянские мясные изделия. А те продукты, которые все-таки нашли, те давятся бульдозерами. Но санкции, они, знаете, они ведь для простых людей. А Путину до них какое дело? Он может себе позволить построить на даче итальянский ресторан с итальянскими продуктами. Теперь перемещаемся к паназиатскому ресторану. Он еще больше итальянского, 244 квадратных метра и собственная терраса, 340 метров. Ресторан состоит из зоны отдыха на 8 человек, обеденного зала на 12 персон и нескольких очень интересных экзотических зон. Тут есть зона чайной церемонии на 4 человека. Рядом зона китайской трапезы, то есть специально предназначенное место для потребления китайской еды. И почему-то, знаете, я уверен, что потребляют они не дошираки. Еще правее находится место, название которого, я уверена, большинство из вас никогда не слышали. Ну, по крайней мере, нам пришлось хорошо погуглить, чтобы разобраться. Речь идет о зоне теппаньяки и зоне мастера теппаньяки. Теппаньяки – это такой стиль приготовления пищи, когда повар, ну в этом случае, очевидно, теппаньяки-офицер из ФСО, готовит продукты на широкой железной сковороде рядом с обедающими людьми, после чего горячее блюдо сразу попадает в тарелки.
Служебные помещения на этом этаже тоже очень интересные. Есть цех тепаньяки, помещение для хранения спиртных напитков, уже, кстати, третье в этом здании. Помещение охраны, помещение для обслуживания отдельного экрана, который установлен в итальянском ресторане, и комната, которая называется адъютантская. При упоминании слова «адъютант» в голове всплывают какие-то образы людей в мундирах, которые окружают крупного военачальника или императора. И мы совершенно правы. Адъютантами Путин называет своих помощников. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера. В этом ресторанном комплексе для них отведено отдельное помещение с собственным санузлом. После того, как Путин попоет караоке, покурит кальян, попьет пиво и насладится церемонией тепаньяки, он сможет подняться на крышу этого здания и погулять среди растений вдоль искусственного водоема. Мы сначала даже не поняли, что это вода, думали, это просто цвет крыши такой, а потом, когда получили планы здания, присмотрелись и увидели на крыше рябь. Если бы мы с вами были на настоящей экскурсии, то на этом месте нас бы пересчитали по головам и погнали в автобус. Все, ребята, рассаживаемся, экскурсия закончена, посмотрите, на месте ли ваш сосед, и поехали. Но у нас осталась еще одна важная часть. Вы же не забыли, что гениальный план Путина заключается в том, что его дворец на самом деле не его, а Ротенберга. Да и не дворец это вовсе, а апарт-отель, гостиница. Прошел год. Года, очевидно, более чем достаточно для того, чтобы наши друзья-дзюдоисты Владимир Владимирович и Аркадий Романович привели в порядок всю, так сказать, юридическую часть. Поэтому давайте разбираться, что поменялось. А не поменялось почти ничего. Дворец Путина на самом деле это не только то самое огромное здание и подземный хоккейный комплекс. К нему в довесок идут еще и 7800 гектар земли, огромные виноградники с шато в соседнем поселке Дивноморское и строящийся винный завод в другом селе Криница. Сменить владельца хоть у чего-то из этого сложнейший процесс, его невозможно провести незаметно. Нет ничего, то есть вот буквально ничего. Ни в январе, когда мы опубликовали расследование и когда Ротенберг сказал, что дворец принадлежит ему, ни в следующем за ним феврале, ни в марте не произошло ничего. Владельцы домов и участков не менялись. Владельцы фирм, которые владеют этими объектами, не менялись. Ротенберга не стали даже делать формальным собственником дворца. Его не вписали в документы. Он просто вышел и сказал пару слов. И все. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное. Единственное, что хоть как-то намекает на Ротенберга, это смена директора компании, которая владеет компанией, которая владеет дворцом. Нового директора зовут Сергей Гужелев, и он был трудоустроен в компанию Ротенберга. Хотя, вообще-то, в интернете он больше упоминается как сотрудник ФСБ. Состоит в попечительском совете Фонда ветеранов контрразведки. Назначение это, судя по всему, было сделано только ради того, чтобы поддержать легенду о Ротенберге. Ну вот, ради таких заголовков. Мы очень усердно искали Ротенберга. Честно, его людей, его деньги, его компании, хоть какой-то признак того, что владелец реально сменился, и теперь это Ротенберг. Ну, вы знаете, вообще так не могу пожаловаться, Бог меня бережет. Но вместо него нашли почему-то Ковальчука, лучшего друга Путина из Петербурга. Вот взять, например, нового директора компании, которой принадлежит дворец. Он подписывает документы, заказывает мебель и вообще отвечает за всю хозяйственную деятельность. Его зовут Никита Вахмин, ему 33 года, он из карельского города Лахден-Похья. Этот район известен тем, что друзья Путина, братья Ковальчуки, построили там резиденцию, в которой отдыхает Владимир Путин. Отец Вахмина был главой этого района и, конечно же, видимо, там познакомился с Ковальчуками. Младший брат нового директора дворца Даниил Вахмин работал у Ковальчуков в парк-отеле «Дача Винтера» и в записанной на племянника Путина гоночной трассе «Игора-Драйв». Даже сейчас Вахмин числится игроком футбольной команды при Ковальчуковском банке «Россия». Но, может быть, хоть Ротенберг хотя бы платит за стройку в Просковеевке. Ну, уж если частный апарт-отель строит, наверное, не на деньги же госкомпании это должно делаться. Не тут-то было. Мы внимательно изучили новую схему финансирования дворца, и все осталось ровно как было. Госкомпании не перестали финансировать строительство после того, как Ротенберг приписал это все себе. Транснефть, возглавляемая другом Путина Николаем Токаревым, как платила под видом аренды непонятных помещений во дворце 100 с лишним миллионов рублей в месяц, так и продолжает это делать.
А дочка Роснефти, возглавляемая старым другом Путина Игорем Сечиным, не просто продолжила финансирование виноградников при дворце, она даже увеличила это финансирование с 40 с небольшим до 46 миллионов рублей в месяц. Это платежи от июня и июля 2021 года, полугодичной давности. Скажите мне, какого черта госкомпании продолжают платить за отель Ротенберга? Также финансирование продолжили друг Путина Геннадий Тимченко и сын друга Путина Владимир Колбин. В общем, все по-старому. Дворец как строили для Путина, так и строят. А нам предложили довольствоваться лишь нелепыми рассказами Ротенберга про апарт-отель. Подводя итог увиденному, мы больше всего хотим, чтобы вы услышали, поняли и поверили в очень простую мысль. Правда все равно победит, и правда на нашей стороне. Вместе с этим роликом мы выкладываем несколько сотен реальных фотографий, которые у нас оказались, чтобы вы сами могли посмотреть и удостовериться. Мы не соврали ни в чем, ничего не преувеличили и не сделали шикарнее, чем оно есть. Все, что мы показали вам год назад, полностью соответствует действительности, а иногда действительность оказывается сильно хуже. И так будет со всеми расследованиями Навального. В этот раз прошел год, и мы получили неопровержимые доказательства нашей правоты. С каким-то еще расследованием может пройти больше. Но не сомневайтесь, очевидная правда, правда, которую невозможно оспорить, мы ее все равно узнаем. Может быть, придется подождать, но и это случится все равно. И Путин это прекрасно понимает. Он-то уж точно знает, что все наши расследования достоверны. Мы рассказываем в этих расследованиях о нем, о его друзьях, о преступных схемах, в которых Путин сам участвует. И сколько бы он ни заставлял пропагандистов визжать о мультиках, о монтаже, сколько бы чиновники не верещали про компот и компиляцию, шило в мешке не утаишь. Поэтому он попытался убить Навального. Просто чтобы это остановить. Остановить расследование, которое он выпускал. Остановить политику, посты, эфиры, стримы. Остановить смех и презрение, которое вызывает состарившийся диктатор, богатейший человек мира, который украл столько, что может позволить себе все, что угодно. Но строить себе стриптиз-зал, аквадискотеку и личный пивной ресторан. Остановить ненависть, которую невозможно не испытывать по отношению к лоснящимся единороссам, которые уже лопаются от наворованных денег. А расследование про дворец – это то, почему Путин ни за что добровольно не выпустит Навального и будет набавлять ему сроки, придумывать новые дела, издеваться в тюрьме и создавать ему невыносимые условия. Потому что это личное. Дворец – это его самое главное и любимое детище, которое Навальный испортил. Но ничего у Путина не получится. Пока Алексей в тюрьме, мы продолжаем делать его работу. И сидя на его месте, мы продолжаем говорить ясно и четко: Путин – бездарность, Путин – ничтожество, Путин – вор и лжец. Он мнит себя преемником великой России, монархом, аристократом. Он хочет жить во дворце не хуже Зимнего. Устанавливает повсюду двуглавых орлов, чтобы подчеркнуть, что он наследник русских царей. Только получается у него пародия. Даже неплохая копия, а просто бессмысленный, безнадежный долгострой с торчащими из стен голыми женщинами и креслами напротив унитаза. Путин очень хочет остаться в истории, запомниться как выдающийся политический лидер, который всех переиграл. Но запомнится он этим заплесневелым Геленджикским дворцом со стриптиз-клубом. А еще и трусостью, паническим страхом перед своим противником, нежеланием вступать в нормальную, открытую политическую борьбу. Он запомнится тем, что вместо того, чтобы победить Навального на выборах, он придумал намазать его трусы новичком, чтобы Навальный мучительно умер. Чтобы вместо того, чтобы отвечать на вопросы, прямые и понятные вопросы, Путин врет в глаза всему населению, а тех, кто ловит его на этом вранье, Путин сажает. Вот это настоящее наследие Путина. Мы обязательно его победим. Ничего не бойтесь, никогда не сдавайтесь, верьте в свою правоту и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному. Что бы ты накорябала на этих фресках? Я бы накорябала на них. Вова, вор. Золотые слова. Как и орлы. Как же хорош, Мария, твой политический месседж. Тонко чувствую настроение народа. Поехали. Собираемся. Чао.